Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Вы все помните, что я расшивала кучу квадратиков вот таких вот из мебельных образцов. И, наконец, я приступаю к работе с ними. Я планирую сделать несколько пледов, но снимать, естественно, буду один плед, как я буду делать. Значит, нарезала полосочки из желтой бязи, ширина полосок 4 сантиметра. И прям вот так вот сплошным поточным методом пришиваю к этим полоскам свои квадратики, чтобы потом можно было... Я их даже не прикалываю, потому что они небольшие. Ну, хотя обычно я пользуюсь булавками, но здесь нет смысла. Я прямо их подставляю и все. И быстренько. Ну, естественно, в начале и в конце каждого квадратика делаю закрепочку. Шью на ширину лапки. У меня тут недавно спросили на одной из площадок, что значит на ширину лапки. Ну вот, смотрите, от правого края лапки до иголки. Вот я считаю, это ширина лапки. Хотя, конечно, сама ширина лапки в 2 раза больше. Но вот почему-то так вот считается, что на ширину лапки это вот от правого края лапки до иголки. Вот так вот подставляю квадратики и все, готово. После того, как сняла с другой стороны пришиваю полосочки. Я разрезала. Нет, здесь я даже не разрезала эту желтую полоску, потом все сразу вместе буду разрезать. И точно так же эти же самые квадратики пришиваю теперь полоску с другой стороны. Ну вот, квадратики мои теперь с двух сторон обшиты полосками, разрезаю. Ну, срезаю лишнее, естественно, потом. И после того, как все подрезала, ну, естественно, буду обшивать с другой стороны тоже так же желтыми полосками. Также по 4 сантиметра у меня те же самые полоски. Я их много нарезала, с запасом даже получилось. Ну, и я вот обрезаю их и после этого разглаживаю. Глажу я без пара утюг и сильно так вот не жму. Даже если бы был с паром, сильно вот не нажимаю, не вытягиваю, чтобы они все-таки оставались в своей форме. Потому что это смотрят не только как бы опытные рукодельницы, в основном-то смотрят новички, которые учатся, и каждое слово иногда я тоже как бы училась, и где-то что-то услышала. Когда вспоминаю сказать, то говорю. Выравниваю эти квадратики, и в результате, потому что померила, где-то что-то там не очень ровненько получилось, где-то припуски отличались. И квадратики эти получились у меня 19,5 сантиметров на 19,5 сантиметров. Вырезала точно такие же квадратики из разноцветной ткани. Вот тоже у меня бязь. Я думала ситец, но все-таки бязь. Когда купила, мне почему-то продавщица сказала ситец. Но все-таки это бязь. И мне подписчики написали, что они заказали где-то на маркетплейсах тоже бязь. Такой же расцветки. Вырезала квадратики. Из угла в угол провожу линии, чтобы мне потом было удобно с ними работать. Я буду делать лоскутный блок квадрат в квадрате. Вот складываю лицом к лицу свой квадратик с вышивкой и вот эту вот разноцветную ткань, скалываю булавочками и по периметру прошиваю. Стараюсь сделать, конечно, припуски одинаковые, но всяко бывает. Вот. Теперь вот по этим линиям, которые я делала, я разрезаю свой верхний квадрат, который у меня вот из этой разноцветной ткани. Аккуратненько разрезаю. Перед этим можно сразу срезать все уголочки. Я что-то сразу забыла срезать, но сразу пока показывала вам, вспомнила. Чудесный блок, мне так он нравится, и так получается иногда здорово, и очень быстро. Не надо ничего промерять, ничего. Вот раз, сделал одинаковые квадратики, все, готово. Прошил, прорезал, и получается неземная красота. Смотрите, как раз, отвернули, и у нас уже не надо треугольнички какие-то размерять, пришивать. Вот они уже пришитые треугольнички получились. Я сейчас пальцами немножечко разглаживаю, просто чтобы вам посмотреть побыстрее. А так я, конечно, потом все глажу утюгом. Тоже, опять же, без пара, ничего не растягиваю, не вытягиваю. И тоже начинаю промерять, что у меня тут получилось, какие размеры. Хотелось бы, конечно, чтобы получилось 25, но в результате у меня получилось, по-моему, 24,5, а то и 24, я так промерила. Ну и к этому размеру я все свои квадратики привожу к размеру 24 сантиметра. Потом нарезала на ленточке вот такой вот красную бязь и также обшила квадратики свои.
уже нарядно получается. Вот в этой разноцветной ткани все возможные оттенки есть. И она сочетается со всем, что угодно. Вот можно туда лепить, и все получится. Вот смотрите, так вот соединяю уже квадратики в ряды синими полосками, а потом ряды уже соединила между собой, и получилась вот такая заготовка. По краям я пришила еще вот такую сине-зеленую вязь, потому что у меня ширина получилась, метр, а здесь я по 11 сантиметров пришила, и получилась где-то вот общая ширина 1,20 м, а в длину заготовка 1,60 м. Вот такой флис нашла у себя. Это плед был, я в фикс-прайсе покупала 2,5 на 2 метра. Я думаю, мне на 2 пледа хватит. Соединила между собой булавками верхнюю часть и нижнюю. Наполнителя у меня никакого не будет, потому что это плед, а не одеяло. И буду стягать вот такой лапкой для свободной ходовой стежки. Присоединяю ее так, чтобы вот эта палочка была поверх игла, вот этот держатель, который вот винтик держит. Ну и прикручиваю ее сначала руками винтик, потом отверточкой. Вот эту вот железячку отвожу вправо, чтобы зубчики, нижний транспортер опустились. И все, начинаю стягать. Я вот стягаю совершенно самым простым способом. Мне лишь бы соединить эти две части между собой. Совершенно чисто практическая цель здесь у меня. И я буду стягать вот, просто вот волнистой линией по вот этим вот синим полоскам. Тут верх и сам по себе нарядный, чтобы его еще и стежкой какой-то чудесной украшать. Просто обычная стежка, тем более я спешу. У меня столько дел на огороде. И я, если честно, задержалась с выходом видео целый месяц, но у меня причина была. Сломался планшет и вообще не включался. Пришлось в ремонт отдавать. И там большая часть видео уже была готова. Я боялась, вообще все пропало. Но мне все сделали, помогли. Потом палец разбила себе. Вот если обратите внимание, безымянный на левой руке, он у меня синий, палец этот. Потому что и я не могла работать даже, потому что совершенно очень больно было. Соединяю между собой полоски. Я нарезала 6 сантиметров у меня ширина. Буду делать кант в своем пледике. Вот, соединяю, у меня 4 полоски по 1,5 метра я сделала, соединила их, и все, пошла делать кант. Обычно я пришиваю с изнаночной, с лицевой стороны, потом с изнаночной пришиваю вручную уже. Но здесь я решила начать пришивать с изнаночной стороны этот кант, и потом с лицевой стороны я буду пришивать также на машинке, но только зигзагом. Дошла до уголка. Кто не видел мои предыдущие видео, где я вот также и одеяло можно кант сделать, вот так вот складываю, так, чтобы вот эта верхняя часть у меня была параллельно верхней части, а внутри такой уголок получается. И разворачиваю, получается, ленту так, чтобы она у меня по правому краю моего пледа дальше шла. Все, и строчу. Получается очень аккуратный уголочек в результате. Ну и так я все углы буду обрабатывать. Тут простая прямая строчка, долго показывать не буду. В соединение вот этих я здесь, видите, немножечко не сначала ленту начала пришивать, оставила сантиметров 15-20. И когда они у меня пересекаются, мне надо нахлест, чтобы был 6 сантиметров. Такой же размер, как ширина нашей ленты. Если 4 сантиметра лента, то нахлест 4 сантиметра. Лицевые стороны складываем лицом к лицу между собой вот этой нашей ленты. Видите, это лицевые стороны. И также соединяем, как я показывала вам, когда просто соединяли между собой две полоски. Поаккуратнее скалю немножечко. Также проводим из уголка в уголок линию, по ней делаем отстрочку. Почему надо отступать, чтобы вот можно было хоть как-то эти концы друг к другу прижать, когда шьешь на машинке. И все, видите, у меня получается такого размера, как мне надо. Прострочила до конца, и теперь заворачиваю и буду строчить с лицевой стороны зигзагом. Я не стала снимать, я потом еще прищепочками все это дело скрепила. У кого прищепочек нету, тот булавочками может это все сделать. Вот так вот уголок сформирую и прострочу.
все готово у меня. Прострочила со всех сторон, так с изнанки получается. С лица, естественно, тоже все красиво. У меня под конец нитки рвались только в путь. Надо было, наверное, иголку заменить, но я уже хотела дошить. И у меня последняя нитка порвалась прямо вот уже в самом конце, когда дошила. Ну вот, смотрите, что получилось. Долго вы ждали, какой я сделаю плед. Это еще у меня на очереди не один плед. Они будут немножко отличаться, но все будут в одном примерно стиле. И, конечно, самое главное украшение этих пледов – это вот эти вот вышивки ручные. Это как драгоценности, драгоценные камни в оправе в этом пледе. Сзади вот так вот простенько выглядит. По-моему, круто получилось, ярко и нарядно. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до самого конца.